Обычный старшеклассник с оценками выше среднего и мечтами, как у любого нормального человека. С тех пор, как он научился читать и писать, он был вынужден жить со своей инвалидностью. В некоторых случаях Кен слишком сильно старался быть экстраординарным, и ему было довольно трудно добиться этого, особенно когда дело касалось привлечения девушек. Приложив столько усилий и потерпев сокрушительную неудачу в своем стремлении быть экстраординарным, Кен сдался и развил в себе своего рода зависть к тем, кто стоит особняком. Легко отделаться. Среди людей, которых Кен ненавидит, есть два самых популярных ученика во всей школе. Президент студенческого совета Сузуни Инуками и ее вице-президент или ассистент Кадзуки Рюсин. Никто не может винить Кена, так как все в школе либо обожают этих двоих, либо просто откровенно ненавидят их без видимых причин. Черт возьми, даже некоторые ученики могут поклясться своей жизнью, что этот дуэт встречается, и если присмотреться достаточно внимательно, то это ясно, что это не так. Это обычный день, такой же, как и любой другой, и грозовые тучи собираются перед сильным ливнем. В тот час тоже было время закрытия, но некоторым студентам пришлось прервать свои занятия, чтобы просто посмотреть на величественного президента и ее вице-президента, шагающих по коридору с серьезными лицами. На их лицах сияло выражение уверенности. Когда они идут по коридору, Сузуни рассказывает своему вице-президенту о споре, который им пришлось вести по поводу благополучия студента. И Кадзуки, вице-президент студенческого совета, заверил ее, что у него есть все документы, необходимые для того, чтобы привести веские аргументы. «Я рад, что такой компетентный человек занимается ее Сузуни. Улыбаюсь, когда она и ее вице-президент заходят в свой офис и скрываются из виду». В другой части школы Кен прощается со своими приятелями, которые расходятся по домам. Как только его друзья уходят, Кен смотрит в пустоту, и это напоминает ему о том, насколько бесполезна его жизнь в данный момент. Он продолжает идти вперед, пока не находит птичье гнездо в углу стены. После тщательного осмотра он понимает, насколько птицы голодны, и решает выполнить работу Господа, взяв лестницу, дотянувшись до птиц и покормив их какой-нибудь птичкой. «Корми». Когда он заканчивает, он возвращается на землю и начинает задумываться, насколько другой была бы его жизнь, если бы у него вдруг появились способности и он стал экстраординарным. Он прекрасно понимает, что это было невозможно. Кен быстро отбрасывает эту мысль и спешит обратно в школу, так как дождь уже начался. Внутри Кен смотрит на единственный зонт, оставшийся на подставке для зонтов, и подумывает о том, чтобы его украсть. Однако его внутренний ангел Кен предупредил его не делать этого. Поэтому Кен решает сесть и подождать, пока дождь прекратится, прежде чем вернуться домой. После того, как он прождал целых 30 минут и подумал о том, как было бы здорово, если бы у него было волшебство, дождь продолжает лить, и он начинает раздражаться. Когда он закатывает истерику, появляется Сузуни и разговаривает с ним в первый раз в его жизни. Кен заикается, не находя слов, но затем Сузуни спрашивает его, почему он все еще в школе, и даже предлагает ему зонтик. Как и ожидалось, Кен, который даже не мог построить предложение, говорит ей, чтобы она не беспокоилась о нем, и что он постарается добраться домой как можно быстрее, даже если это означает, что он промокнет под дождем насквозь. Сузуни, однако, не дает ему вернуться домой под дождем и уже собирается предложить ему прогуляться с ней, когда появляется Кадзуки, ее вице-президент, и называет Кена по имени, предложив ему один из своих запасных зонтиков. К моему удивлению, Кен благодарит Кадзуки и принимает их предложение пойти с ними домой пешком. Они втроем немного постояли под дождем, болтая и подразнивая друг друга. В конце концов, когда дождь немного утихнет, они все вместе отправятся в путь. По дороге домой Кен спрашивает Казуки, почему он скрывает эту свою сторону от других учеников, особенно от мальчиков. Казуки говорит ему, что это потому, что девочки слишком много с ним разговаривают, и это, возможно, разозлило мальчиков гораздо больше, чем он ожидал. Удовлетворенный его ответом, Кен переходит к расспросам Сузуни о ней самой. Он дает ей понять, что видит в ней сильную женщину, которая во всем разбирается. К сожалению, Сузуни разрушает все надежды на то, что он почувствует себя самим собой, и говорит ему, что она всего лишь обычная девочка из 3-го класса средней школы. Кадзуки и Кен становятся немного серьезнее и призывают Сузуни быть более высокого мнения о себе. В этот момент Кен прямо спрашивает их, встречаются ли они, и они на некоторое время замолкают, чтобы ответить ему. В отличие от слухов, которые рассказывают эту историю, Сузуни и Кадзуки не встречались, и они рассказали об этом Кёну. Кен перестает задавать вопросы и продолжает наблюдать, как два вундеркинда резвятся друг вокруг друга прямо перед ним. Через несколько секунд Сузуни становится любопытна, и она спрашивает Кена и Кадзуки, чем бы они хотели заняться после школы. Кадзуки говорит ей, что он еще не разобрался в этом вопросе, но потом ему становится любопытно, и он спрашивает Сузуни, почему она задала им такой вопрос. Сузуни говорит ему, что она была слишком компетентна, и ей наскучил ее дар, так как обычно она достигает всех своих целей за такой короткий промежуток времени. Она даже упоминает, что иногда ей кажется, что она не там, где должна быть, и ей не терпится, чтобы произошло чудо. Она и не подозревала, что вот-вот произойдет невозможное. Все началось с того, что из-за электрической искры в воздухе провода на линиях электропередач над ними чуть не оборвались и не убили их. Именно в этот момент Кадзуки и Сузуни начинают слышать слабые звуки колокольчиков, ударяющихся друг о друга. Они спрашивают Кена, слышал ли он что-нибудь, но Кен говорит им, что ничего не слышал. Внезапно Кен подходит к ним вплотную, и под ними появляется ярко-желтый магический круг. Не оставляя им ни единого шанса на спасение, круг мгновенно телепортирует Кена, Кадзуки и Сузуни в другой мир, и они просыпаются, чтобы обнаружить себя в другом мире. Кадзуки будет Кена, и когда ему это удается, он изо всех сил пытается смириться с происходящим. Он видит, что Казуки выглядит очень обеспокоенным и понимает, что был прав. Они были призваны в другой мир. Что еще хуже, в настоящее время они находятся во дворце
дворце короля в этом мире. Когда он поворачивается, чтобы проверить, как там Сузун, он видит, что она радостно ерзает при мысли о том, что ее телепортируют в другой мир. Король королевства Лингер, король Ллойд Вулгаст Лингер, представляется с тяжелым сердцем и объясняет себя и причину вызова их троих в их мир. Согласно его рассказу, эти трое были призваны стать героями своего мира, когда на них напал повелитель демонов, которого они пытались прогнать несколько лет назад. Теперь, когда повелитель демонов вернулся и ему стало лучше, у него больше власти в подчинении. Это магическое заклинание «Призыв героя» было их последним средством, поскольку у них никогда не было другого выбора, кроме как сделать это. Король умоляет всех троих оказать ему помощь и помочь победить гнусного повелителя демонов. Выслушав все, что только что сказал король, Кадзуки останавливает его и проклинает за то, что он привел их в свой мир без их согласия или волеизъявления. У них тоже есть семьи, о которых они все хотели бы позаботиться, и он требует, чтобы их немедленно вернули в их мир. С печальным выражением на лице Ллойд говорит ему, что нет никакого способа отправить их обратно в их мир, поскольку заклинание вызова героя одностороннее. Из-за этого Казуки серьезно разозлился и решил ударить короля. Однако вмешался его охранник, и Кен попросил его успокоиться, что он и сделал. Понимая, что он сильно влип, король встает со своего трона и становится на колени перед надвигающимися героями, умоляя их о помощи. Прежде чем принять его предложение, Сузуни наконец заговаривает и спрашивает их, откуда они вообще знают своих героев, несмотря на то, что ничего о них не знают. Как раз в этот момент помощник королевского мага Рич встает и объясняет им, что звук колокола, который они услышали перед тем, как они именно то, что они были призваны, позволило им стать героями в первую очередь. У них в голове промелькнула одна мысль, и они вспомнили, что Кен жаловался на то, что сначала не слышал звука. Означает ли это, что Кен просто следует за ними по пятам? Ну что же, чтобы выяснить это, мисс Уэлси отвела троих из них в библиотеку, чтобы выяснить их магические способности. Однако, чтобы сделать это, каждому из них придется положить руки на хрустальный шар и заставить его светиться. Какой бы цвет шара ни светился, это указывает на их магическую близость. Сузуни занимает первое место и выясняет, что ее близость — гром, после того, как шар приобретает желтоватый оттенок. Пока Сузуни проверяет свои способности, Кадзуки пытается добиться реакции от Кена, спрашивая его о его чувствах после того, как он узнал, что может оказаться бесполезным. Кен говорит ему, что сейчас он ничего не может с этим поделать, поэтому он может только стараться быть позитивным и позволить судьбе нести его дальше, туда, куда ему нужно будет отправиться. Казуки, который кажется очень впечатлен рассуждениями Кена, одобряет его мыслительный процесс и подходит к хрустальному шару, чтобы узнать, что происходит. Его магические способности. Его сила придает кристаллу беловатый оттенок, что указывает на его сильную склонность к светлой магии. Казуки кажется сильно разочарован этим, но затем Сузуни становится дерзкой и дразнит Казуки за его склонность. Кен пытается отговорить ее от этого, но Сузуни поворачивается к нему лицом и ставит на место. Рич говорит Кадзуки, чтобы он не слишком разочаровывался в своих силах, поскольку у него есть сила рассеивать зло. Кадзуки возвращается на свое место и ждет, пока Кен сделает свое дело. Когда он кладет руку на кристалл, тот приобретает ярко-зеленый оттенок, и Кен тоже немного разочаровывается. Сделав несколько замечаний о его магической близости, Кадзуки и Сузуни обращаются к Ричи, но обнаруживают, что она совершенно потрясена, увидев, как появился такой редкий цвет. Свет. Не говоря ни слова, Рич отвел Кена к королю и объяснил ему, какого цвета хрустальный шар. Услышав, что цвет Кена зеленый и симпатичный, жизнерадостный король всерьез забеспокоился за безопасность Кена, поскольку в то время сила Кена была чрезвычайно редкой и труднодоступной, чтобы найти. Чтобы защитить его от единственного человека, обладающего такой силой, Ллойд подумал о том, чтобы увести его куда-нибудь подальше из королевства. Прежде чем он закончит свою встречу, вторая обладательница магии Кена, Роза с зеленой прической и проницательным чувством присутствия, которая также является капитаном спасательной команды, врывается в покой короля без предупреждения и спрашивает о результатах вызова героя. Король очень испугался Розы, когда она спросила его о результатах проверки на родство. Пройдя несколько шагов по комнате, она столкнулась лицом к лицу с Кеном и попросила короля рассказать ей, кто он такой. Испуганный Ллойд говорит ей, что он просто обычный человек, который потерялся и смешался с толпой во время призыва героя. К счастью, Роуз верит ему и спрашивает, как зовут Кена. После необходимых представлений Рич решает отвести Роуз в хрустальный зал, чтобы она могла познакомиться с другими героями. Роуз следует за ним и очень медленно выходит из комнаты. Прежде чем она успела отойти за пределы слышимости, тупица Кен выплевывает цвет своего хрустального шара и говорит Роуз, что он зеленый. Роза поворачивается и просит его величество позволить ей одолжить мальчика. Уэлти быстро произносит заклинание «Водяная раковина», которая поднимает Кена довольно высоко в небо. Однако Роза последовала за водяной раковиной и вытащила Кена из нее, предварительно нокаутировав его. Сделав это, она благодарит короля за его службу и тащит Кена обратно в свое убежище. Тем временем Рич возвращается к двум другим, чтобы успокоить их насчет своего друга. Она объясняет им тайну зеленого цвета и говорит, что только редкие маги, которые, как считается, обладают целительной силой, имеют такой оттенок. Пока они разговаривают, Роза забирает Кена в свое убежище, чтобы
чтобы обучить его, используя свой неортодоксальный стиль обучения, и они ничего не могут с этим поделать. С наступлением темноты Роуз садится рядом с Кёном и знакомит его как со своим убежищем, которое является его новым домом, так и со своими мальчиками, всеми 5 из них. Они, мальчики, которые, кажется, под кайфом от какой-то зазы, припирают Кена к стене и представляются ему. Роуз отталкивает мальчиков от Кена и предупреждает их, чтобы они не пугали бедного Кена до смерти. После того, как она сделала им выговор, она представила их как своих соседей по дому, которые не являются магами, и сказала Кёну, что планирует обучить его приемам целительной магии. Что еще хуже, она сообщила ему, что его обучение начинается на следующий день. В ту ночь Кен стал очень беспокойным, так как не мог заснуть. В конце концов, он слишком устал, чтобы бодрствовать, и заснул. Тем временем Роуз очень хотелось посмотреть, каким станет Кен в свое время. Она стоит у окна и гадает, что же будет дальше. На следующее утро Кен просыпается после того, как ему приснился кошмар о телепортации в другой мир, только для того, чтобы узнать, что это на самом деле правда. И в настоящее время он живет своей жизнью в другом мире. Он осматривает комнату, чтобы увидеть, совпадает ли она с той, что была в его сне, и, к сожалению, так оно и есть. Один из людей Роуз, который готовит завтрак для всех них, открывает дверь, чтобы проверить, как там Кен. Как только он обнаруживает, что Кен проснулся, он приветствует его и рассказывает о гостях, которые пришли поприветствовать его. Кен встает с кровати и приводит себя в порядок, чтобы его друзья могли найти его в хорошей форме. Через несколько минут Сузуни и Кадзуки приезжают в дом Роуз, чтобы повидаться со своим другом Кёном. Во время их встречи Кен не останавливается ни перед чем, чтобы рассказать об ужасных вещах, через которые ему пришлось пройти вместе с Роуз, когда она узнала, что он владеет целительной магией. Что еще хуже, Кен вспоминает, что в течение следующих 2 недель ему предстоит пройти какие-то адские тренировки с Роуз, и становится еще печальнее. Сузуни и Казуки сочувствуют своему другу, поскольку видят, как он волнуется из-за предстоящей тренировки с Роуз. Сузуни спрашивает, действительно ли он хочет пройти обучение, и Кен говорит ей, что должен это сделать, чтобы стать сильнее и защитить их всех на поле боя. Сузуни уволили, и она похвалила Кена за то, что он был храбрым и отважным. Она также рассказала ему об их тренировочном режиме и сообщила, что в тот же день они начнут заниматься фехтованием. Кен взглянул на их форму и похвалил ее. Кадзуки, услышав столько вдохновляющих слов от своего друга Кена, похлопал его по спине и поблагодарил за то, что он вдохновляет всех продолжать стараться еще больше. После этого жеста Кадзуки и Сузуни возвращаются к своей свите и уходят. Кен смотрит, как его друзья уходят от него, и надеется, что их обучение пойдет им на пользу. Он немного беспокоится об их благополучии, но в конце концов учится доверять им и позволять им делать то, что они хотят. Через несколько секунд после ухода его друзей, Роуз открывает дверь позади Кена, чтобы поздороваться и напомнить ему о тренировках. Кен, увидев ее, застывает в своей позе и извиняется за то, что видит своих друзей за ее спиной. Роуз с невозмутимым лицом говорит Кену, чтобы он не беспокоился по этому поводу, так как он всегда сможет свободно встречаться с кем захочет. Затем она вручает ему совершенно новый дневник и призывает его записывать в него свой ежедневный режим тренировок и свои мысли по этому поводу, так как это помогло бы его общей подготовке в целом и помогло бы ему приспособиться к любым проблемам, с которыми он столкнется во время тренировок. Как только она убедится, что Кен получил сообщение, она велит ему готовиться к началу тренировки после завтрака. Затем она возвращается в дом, чтобы позавтракать. Кен сглатывает слюну и понимает, что через несколько часов начнется печально известная адская тренировка. Через несколько часов после завтрака Кен наконец приступает к тренировке. Перед началом тренировок Тонг и другие слуги Розы рассказали ему об аде, с которым он столкнется, когда это наконец начнется. Однако Кен был настроен довольно оптимистично, поскольку с самого начала все казалось не так уж плохо. К сожалению, вскоре он узнает, как сильно ошибался, думая так. Чтобы начать его обучение, Роуз знакомит его с концепцией маны и говорит, что его обучение будет сосредоточено исключительно на том, как преобразовать ману в целительную магию и использовать ее, чтобы помочь своим товарищам на поле боя. Убедившись, что он понимает, что такое мана, Роза ведет его внутрь и показывает ему книгу, содержащую информацию о важных местах армии короля демонов и королевства Лингер. Кен узнает, почему Лингер всегда был первым королевством, на которое напал король демонов, ведь это их сосед. Роуз также объясняет другие вещи, которые Кен может ожидать найти в книге. Это могут быть расы и демоны. Кен проводит весь первый день, читая книгу от страницы к странице. На второй день Кен бегал как заправский спортсмен на стероидах. На третий день он продолжал бегать до тех пор, пока у него не заболели мышцы и не подкосились ноги. Пришла Роза и вдохнула немного жизни в его ноги с помощью своей исцеляющей магии. Кен на несколько секунд впадает в истерику, а потом немного удивляется, когда обнаруживает, что его ноги исцелились. Он продолжает бегать до конца дня. На четвертый день он начинает тренироваться с другими членами команды Роуз. Они смеются над тем, каким медлительным и запоздалым был Кен, когда бегал с ними, но Кен старался не отставать от них. Роза замечает, что он отстает, и отпускает ехидные замечания по поводу его бега. Кен, которому уже начинает надоедать, что она его обзывает, чуть не ругается на нее, но потом решает взять себя в руки и избежать удара по голове. На шестой день Кен бежал под дождем и споткнулся после того, как в какой-то момент его оскорбила Роуз. Он поднялся на ноги и внезапно заметил зеленое сияние целительной энергии на своих руках. Это заставило его осознать, что теперь он, возможно, учится проявлять целительную магию по своему желанию. На следующий день, а это седьмой день, Кен получает пинок под зад от Роуз после того, как снова сбавил скорость. Что еще хуже, Роуз повышает сложность теста и подбрасывает его высоко в воздух без всякой
всякой причины. К 9-му дню Кен учится использовать свою магию исцеления, чтобы залечить свои ягодицы, так как Роуз продолжает надирать ему задницу. Мало-помалу он осознает важность использования магии исцеления для исцеления всего своего тела. Вскоре он начал постепенно внедрять магию исцеления во все свое тело и иногда продолжал медленно вливать магию в свое тело, чтобы удержаться на ногах. Внезапно жизнь для него стала намного легче, так как теперь он нашел способ быстро исцелять свои мышцы, когда они становились слишком больными, чтобы двигаться. Однако Кена беспокоило одно обстоятельство, и это тот факт, что он бегал с тех пор, как они начали тренироваться. Он начал сомневаться в том режиме, к которому привык, и хотел бы, чтобы в нем был какой-то поворот. Он же не может тратить все свое тренировочное время на бег и думать, что теперь он удовлетворен Кенни. В любом случае, Кен держит рот на замке и решает довериться своему учителю Роуз в том, что он поступит правильно. На 10-й день Кен пробегает на 30 кругов больше, чем раньше, и чуть не умирает во время этой тренировки. На 11-й день Роуз добавляет отжимания к тренировочному режиму Кена. Выполнив 819 отжиманий за раз, он начинает использовать целительную магию для исцеления своего тела. Пока он продолжает отжиматься, Роуз наконец объясняет ему причину, по которой у него такой режим тренировок. Она тренировала его мышцы, чтобы они были очень сильными, чтобы он мог бегать как можно быстрее на поле боя и спасти больше людей за ограниченное время. Кен обдумывает ее слова и продолжает отжиматься. На 12-й день он бегал до полудня, а затем закончил дневную тренировку отжиманиями. Жизнь Кена стала немного легче, когда он заметил, что его тело с каждым днем становится все легче и легче. На 13-й день Роуз снова усложняет задачу, заставляя Кена бегать с отягощениями на теле. Он смог продержаться весь день без проблем, но на следующий день кто-то делает немыслимое с обедом Кена. В тот день Кен только что сделал перерыв и обнаружил, что его обед съел один из парней Роуз. Что еще хуже, чувак злорадствует по поводу того, что съел обед Кена, что выводит его из себя еще больше. Раздосадованный Кен громит всю столовую и гоняется за чуваками по всему полю, чтобы поймать его и выбить из него все дерьмо. Примерно неделю спустя Казуки и Сузуни в сопровождении принцессы королевства Лингер Селии и главы рыцарей королевства пришли сюда. «Приходите еще раз, чтобы навестить меня». Добравшись до земли Розы, они находят ее сидящей на бетонной плите, которую она положила на спину Кену. Судя по всему, Роуз улучшила режим отжиманий и даже собиралась значительно усложнить жизнь бедному Кёну Усада. Она слезает с первой бетонной плиты и обрушивает ему на спину еще одну. Кадзуки и Сузуни в шоке смотрят на своего друга, осознавая, насколько сильным стал Кен за такой короткий промежуток времени. Сузуни смотрит на невероятные мускулы Кена и пускает слюни от того, насколько они рельефны. Сгэл злится из-за бесчеловечного режима тренировок, которому Роуз подвергала своего ученика. Роуз, однако, говорит Сгэл, чтобы она не беспокоилась о ком-то вроде Кена, поскольку он должен уметь справляться с таким уровнем подготовки, если собирается вскоре стать ее правой рукой. Кен, который никогда не знал, что у Розы были такие намерения, был потрясен, услышав эту новость из уст своего хозяина. Двигаясь дальше, Роза упоминает о некоторых удивительных мужских качествах, которые она обнаружила в теле Кена, и советует ему сделать перерыв на еду со своими друзьями и принцессой. Когда они идут в другую часть леса, Сиглас ругает Розу и надеется вернуть ее голову в нужное русло. Тем временем Кен и его люди устраиваются под деревом, чтобы пообедать. Кен немного смущается и спрашивает их, кто эта молодая леди, которая с ними. Селия приносит извинения за свою грубость и официально представляется как принцесса королевства Лингер. Услышав это, Кен очень сожалеет о том, что не выразил своего почтения с самого начала, и даже опускается на колени и молит ее о пощаде. Однако принцесса Селия посмеивается и говорит Кену, чтобы он не слишком беспокоился о формальностях. Вместо этого она советует ему сосредоточиться на тончайшем хлебном пироге, который она испекла специально для их пикника. Трое друзей разрезали хлебный пирог и с удовольствием съели несколько кусочков. За едой Кен расспрашивает своих приятелей об их тренировочном режиме с сэром Сигласом. Казаки рассказывает ему об их тренировочном режиме, а также о том, насколько гуманны тренировки по сравнению с теми, которые он проходит с Роуз. Казуки извиняется перед своим другом за то, что ему приходится проходить через такой жесткий режим, в то время как у них все легко. Но опять же, Кен говорит ему не извиняться ни за что, кажется, ему это нравится. Сузуни, который все это время не сводил глаз с Кена, без разрешения расстегнул рубашку и показал свою упаковку из 6 банок. Увидев их, Сузуни был очень впечатлен. Кен рассказывает своим друзьям о своем веселом режиме тренировок и даже показывает им фрагмент своей силы, заверяя их, что он собирается, чтобы быть рядом с ними, когда наступят трудные времена. Сузуни пытается вести себя как нормальная девочка, но в итоге ведет себя странно и заставляет своих сверстников смеяться над ней. Несколько минут спустя чувак, который ел еду Кена несколькими днями ранее, появляется с предложением мира. Кен бросает последний взгляд на чувака, который принес ему предложение мира, и отвергает его предложение мира. Кен встает с обиженным выражением лица и бросается на чувака с намерением убить его. Они вдвоем начинают драться и лупят друг друга, пока не устанут. Кадзуки и Сузуни немного радуются, видя, что у их друга все хорошо. Судя по всему, Кен, похоже, превзошел их, и это придало им уверенности, в которой они нуждались, чтобы тренироваться усерднее.
К вечеру Кен проверил свое тело и понял, что Сузуни во всем права. Его тело и сила улучшились гораздо больше, чем он себе представлял. Но потом у Кена возникла одна маленькая проблема, и в тот вечер он еще раз подумал об этом. Действительно ли у него достаточно силы духа, чтобы соответствовать типу тела, которое он строит? Кен оставляет этот вопрос без ответа и отправляется спать. На следующий день Роуз наконец-то берет Кена в печально известное путешествие, в которое она обычно берет своих стажеров, чтобы показать им жестокость внешнего мира, а также завершить их обучение, чтобы сделать из них отличных солдат. Роуз отправляется на встречу с одним из привратников Томасом и уговаривает его открыть для нее ворота. Как только это происходит, Роуз берет Кена с собой в долгое путешествие в лес, известный в народе как мрак задерживающегося. Теперь, чтобы пройти свое последнее испытание, Кен должен отправиться в лес и поймать огромного гризли. Если ему это не удастся, значит он провалил тест. Кен встает и немного жалуется на свою неспособность драться, но Роза не из тех, кто терпит отговорки. Поэтому она поднимает его на руки и поднимает его задницу в воздух и уносит в лес. Кен смотрит на то, как его жизнь подходит к концу, когда он с невероятной скоростью падает в центр леса Лингер. В какой-то момент во время своего спуска он представляет, как его имя появляется в новостях, где сообщается, что он был убит Розой, но опять же он знает, что он был бы худшим из всех. Трус, если позволил себе умереть таким образом. Итак, Кен решает выжить до конца и завершить миссию в положенное время. Для этого он окутывает все свое тело целительной аурой и сначала ударяется о ветки на пути вниз. Когда он оказывается близко к земле, Кен принимает позу собаки, лежащей вниз головой, и поднимает свои мускулистые кулаки, чтобы ударить по земле, на которую он должен приземлиться. Тактика приземления Кена работает просто отлично, и это помогает ему совершить безопасное приземление без каких-либо серьезных травм. Теперь, когда он там в лесу, выбор за ним, сейчас или никогда. Кен еще раз подумал о великих гризли и содрогнулся при мысли о том, что ему придется охотиться на одного из них. Как раз в тот момент, когда он решил, что все в порядке, за его спиной появляется огромный белый гризли и угрожает прикончить его прямо на месте. Кен чувствует, как его жизнь проносится перед глазами, а тело застывает во времени, не понимая, что делать в данный момент. В конце концов, он набирается сил и бежит так быстро, как только может, спасая свою жизнь, совершенно напуганный преследующим его огромным медведем. Медведь также не отстает от Кена в скорости и в какой-то момент даже догоняет его. Кен замечает это и увеличивает свою скорость, снова и снова восстанавливая уставшие мышцы. Даже после того, как он проделал это, медведь все равно догнал его, угрожая уложить на землю. В этот момент Кен понимает, что вот-вот разразится скандал. Поэтому он заставляет свой разум думать о легком выходе из этой проблемы, чтобы спасти и себя, и свой разум. Кроме того, по сравнению с адским режимом тренировок, который он пережил после Роуз, этот медведь – ничто. Кен быстро соображает и придумывает хороший план, как спрятать медведей. Он подводит медведя к краю обрыва, чтобы изолировать его и уничтожить, когда загонит в угол. К сожалению для Кена, у папы медведя было подкрепление. И не успел он опомниться, как два больших голубых гризли присоединились к папе медведю, чтобы преследовать свою мускулистую добычу. Кен быстро забывает о своем дурацком плане, который у него был ранее, и бежит так быстро, как только может, неизвестно куда. К счастью для него, прямо перед ним находится водопад, и он, не колеблясь, прыгает в него. К счастью, Пиво немного пугается высоты, поэтому они останавливаются на краю и возвращаются к своим обычным повседневным занятиям. Ну вот и закончился их обед. После того, как Кен нырнул с головой в водопад, ему удалось найти дорогу к берегу реки. Он встал и начал сушить свою одежду на ночь. Затем он распаковал свою сумку, чтобы проверить, есть ли у него припасы, и нашел только несколько пайков на случай непредвиденных обстоятельств, флягу и нож, но нечем было разжечь огонь. Кен берет очищенный от скорлупы орех из аварийного пайка и откусывает его так сильно, как только может, чтобы добраться до мягких мясистых внутренностей. Приятного аппетита, Кен-сан. После ужина Кен слышит издалека очень громкий рев. Тем не менее, он не обращает внимания на рычание и немного отдыхает до следующего дня. Перед сном он находит рядом с собой дерево и ножом делает на нем знак, отмечающий его первый день в джунглях. На следующее утро Кен просыпается и приступает к своей ежедневной работе – охоте на гризли. Он решает узнать кое-что о своей цели, прежде чем подходить к ней слишком близко. Для этого он проводит целый день, отмечая территории и исследуя популярные места обитания гризли. В какой-то момент он обнаруживает царапины на стволе определенного дерева и приходит в состояние повышенной готовности, думая, что поблизости находится гризли. Он слышит несколько шорохов в кустах неподалеку от себя и достает нож, чтобы сразиться со всем, что появляется из-за деревьев. К его удивлению, маленький черный кролик высовывает голову из кустов, чтобы посмотреть на человека за кустом. Кен усато приглядывается к кролику повнимательнее и обнаруживает, что у него немного повреждена правая задняя лапа. Кен подходит ближе к кролику и использует свою магию исцеления, чтобы убрать рану. Как только он закончит, он погладит кролика и вернется к своей повседневной работе. Пробежав несколько секунд, он поворачивается назад и обнаруживает, что кролик следует за ним по пятам. Он пытается прогнать кролика, но в итоге только заставляет его следовать за собой. В конце концов, Кен привыкает к кролику и в свое время просит кролика показать ему, где живут большие гризли. Кролик, который, к своему удивлению, услышал, что сказал Кен, поворачивает назад и ведет своего Кина к месту, где живут большие гризли. Там Кин находит гризли, мирно спящих в своих берлогах.
Кен остается там так долго, как только может, и изучает все, что можно узнать о великих гризли, прежде чем закругляться. Судя по тому, что он успел заметить, великие гризли живут группами. Но опять же, Кен не мог понять, почему именно эта стая решила держаться вместе как семья. К сожалению, Кен так и не смог получить ответ на свой вопрос. Он возвращается к реке неподалеку от себя и наполняет свою бутылку водой на ночь, несмотря на сомнения в чистоте реки. Конечно, вода кажется чистой, но Кен подозревает, что она может быть заражена микробами. Кролик продолжает следовать за ним повсюду, куда бы он ни пошел, и это немного щекочет Кена, который продолжает свои исследования до конца дня. В какой-то момент Кен делает перерыв и пьет речную воду. Несколько минут спустя его желудок почти полностью заполнился ужасной болью в животе. Он попытался использовать исцеляющую магию, чтобы вылечить ее сразу же, но, к сожалению для него, это ему совсем не помогло. Кролик понимает его тяжелое положение и решает помочь ему в следующий раз, когда он встанет. После того, как его желудок пришел в норму, кролик берет Кена с собой на очень уединенное озеро в лесу. Там Кен находит хорошую питьевую воду и делает глоток. Он поворачивается, чтобы поблагодарить кролика за то, что тот помог ему решить проблему с водой, но затем замечает, что кролик смотрит в другую сторону. Он пытается позвать кролика, чтобы рассказать ему, что происходит, но кролик кажется слишком сосредоточен на том, что его беспокоит. Кролик игнорирует Кена и забирается на дерево, прежде чем позвать Кена забраться туда вместе с ним. Кен забирается на дерево и ничего не находит перед ним. Затем он снова поворачивается, чтобы посмотреть на кролика, и обнаруживает, что тот дрожит, как будто знал, что сейчас произойдет. Кен снова смотрит перед собой и в этот момент видит ужасную гигантскую змею, ползущую по лесной подстилке. Так вот, известно, что эта змея уже много лет подряд досаждает лесным животным, и даже кролик, который не боялся больших гризли, был сильно напуган об этом. Кен изо всех сил пытался понять, что происходит перед ним, поскольку он никогда раньше ничего не читал о такой змее. Если и есть что-то, на что он мог бы обратить внимание, так это на то, что жажда крови змеи могла вызвать мурашки по спине у Геракла. Кен запрещает себе подходить слишком близко к змее и терпеливо ждет, пока змея не пройдет мимо него. На четвертый день Кен продолжает свои исследования больших гризли. Поначалу они кажутся ему милыми, но потом он понимает, что должен встретиться лицом к лицу с одним из них и победить его, если хочет пройти испытание Роуз. Кен держит свой нож в кармане и ждет следующего дня, прежде чем бросить вызов большому белому гризли. На следующий день начинается сильный ливень, и Кен встает, готовый выйти под проливной дождь, чтобы начать свои дела на сегодня. Но тут кролик хватает его за ноги и не дает ему выйти под дождь, чтобы взять свои дела. Когда дождь прекращается, Кен возвращается на дорогу и направляется к логову великого гризли, чтобы совершить подвиг и пройти испытание. Добравшись туда, он обнаруживает, что медведи, как папа медведь, так и остальные, все избиты и убиты на дороге. Кен улыбается своему несчастью и задается вопросом, что скажет Роза, когда узнает, что произошло. Он копает глубже и понимает, что должно быть их убила большая змея. На этот раз она убила их не из-за еды, а только ради забавы. Как раз в этот момент один из медвежат показался из-за скалы, где он прятался, и подошел к своей мертвой маме, чтобы проведать ее. Кен стал свидетелем того, как бедный медвежонок стонет над своей погибшей семьей и обещает отомстить за смерть медведя, убив змею. Ярость настолько захватывает его, что он переходит в режим атаки и продолжает двигаться в лес на поиски змеи. Тем временем Казуки и Сузуни посещают дом Роуз, чтобы проведать своего друга. Однако они были потрясены до глубины души, когда узнали, что Кена не было дома целых 10 дней подряд. Кадзуки немного забеспокоился и отправился в лес, чтобы найти его. По дороге туда Судзуни сказала ему, чтобы он не слишком беспокоился о Кене, потому что он уже большой мальчик и может сам за себя постоять. Кроме того, это испытание, данное ему Розой, так что бояться особо нечего. Услышав слова Сузун, Казуки успокаивается и решает положиться на силу Кена. Кен, с другой стороны, поглощает столько пищи, сколько может, чтобы подготовить свое тело к предстоящей битве со змеем. После заточки деревянного стейка Кен просит кролика отвести его к месту, где живет змея. Кролик немного обнюхивает окрестности и ведет Кена к месту, где живет змея. Кен находит вчерашнего детеныша, который кусает тело змеи, и присоединяется к нему, чтобы напасть на змею. После нескольких уверток Кену удается попасть змее в глаз. Змея реагирует на боль и отталкивает Кена назад. Кен по большей части изображает букву «Л» и готовится нанести еще один удар. На этот раз змея вонзает свои клыки в левую руку Кена и большую часть времени остается на месте. Кен, у которого в этой руке тоже был нож, втыкает его в небо, пока змея не отпустит его руку. На какое-то время Кен почувствовал действие змеиного яда, но затем быстро вылечил рану с помощью своей магии исцеления. Затем он укрепляет свои мышцы для финальной атаки и в конце концов бьет змею по голове, пока она не перестает двигаться. Кен переводит дыхание после ошеломляющей победы и улыбается, когда волчонок подходит поблагодарить его за то, что он отомстил за свою семью. Он обещает вылечить его сразу же после того, как смоет весь змеиный яд с его рук.
Как раз в тот момент, когда он думал, что хуже уже быть не может, змея возвращается для финального раунда, чтобы покончить с Кёном раз и навсегда. Не в силах встать на ноги, Кен ждет своей смерти и винит Роуз в том, что она отправила его на такое опасное задание. Всего за несколько мгновений до того, как змея отрубила ему голову, появляется Роуз и с невероятной силой разбивает голову змеи. Как только она покончит со змеей, она растопчет ее ногами и на этот раз постарается покончить по-настоящему. Потрясенный Кен спрашивает ее, как ей удалось найти его вовремя. Именно тогда Роуз выдает кролика за Кукуру, своего питомца, которого она послала присматривать за ним на протяжении всего теста. Она говорит Кёну, что травма на правой задней конечности Кукуру была всего лишь попыткой расположить его к себе. Тогда она упомянула, что всегда была за углом, чтобы вмешаться в случае, если с ним что-то случится, так что ему ни о чем было беспокоиться. Хотя она и планировала вмешиваться как можно реже, невозможно было предугадать, что может случиться. Кен спрашивает ее о змее, и она говорит ему, что это змея, созданная армией повелителя демонов. Сиглас не смог прикончить ее во время предыдущего вторжения, и она убежала в лес, чтобы продолжить свою жизнь. Затем она переходит к объяснению, что змея была настолько сильна, что даже 8 мужчинам было бы трудно с ней бороться. Кен ругается на нее за то, что она подвергла его такой большой опасности. Но опять же Роза сказала, что хочет, чтобы он испытал, как бороться с чем-то гораздо более сильным, чем он сам. Пока что за ним было довольно интересно наблюдать. Медвежонок рядом с Кёном рычит на Роуз за то, что она подвергла жизни его друга опасности. Кен, однако, встал и гладил медведя, пока тот не успокоился. Медведь обнял Кена и проникся к нему искренней симпатией. Роуз берет с собой Гризли, чтобы он мог потренироваться и стать домашним животным Кена, нападающим на людей, и вместе они станут сильнее. Роуз поднимает их всех одной рукой и напоминает Кёну о тех ужасных вещах, которые он сказал ей перед смертью. Она угрожает лишить его сна на всю ночь, а затем проходит мимо него. В тот вечер Роуз наконец назначает Кена своим помощником и убеждает его приготовиться следовать за ней на следующее поле битвы, так как у нее есть предчувствие, что король демонов скоро нападет на королевство Лингер. Примерно в это же время король демонов вызывает своего верховного главнокомандующего Амилу и приказывает ей ускорить подготовку плана вторжения в королевство Лингер. Кен, узнав о надвигающейся войне, просит Розу немного прояснить ситуацию. Роуз рассказывает ему о своей работе на поле боя, давая понять, что он будет работать с ней на передовой, чтобы лечить раненых на месте, чтобы они могли продолжать сражаться до самого сражения все кончено. Она также сказала ему, что они будут частью авангарда и будут неустанно трудиться, чтобы доставлять врагов с линии фронта в лечебные пункты в тылу, чтобы сохранить им жизнь. Услышав это, Кен заинтересовался еще больше, чем раньше, и спросил Роуз о том, что случилось с Тонгом и остальными. Роуз сказала ему, что есть и другие, но опять же Кен, кажется, лучше всех подходит для этой работы на данный момент. Кен сказал ей, что по его мнению он еще недостаточно подготовлен и нуждается в дополнительном обучении. Однако Роза сказала ему, что это нормально чувствовать себя так. Но опять же ему следует пристегнуться за то короткое время, которое у них осталось до вторжения армии повелителя демонов. Тем временем король демонов инструктирует своего третьего командира Амилу о дальнейших действиях в этой войне, чтобы они не повторили прошлых ошибок и позволили Лингеру задержаться. «Выиграй». В завершении своей встречи он напоминает Амейле о ее серьезности и просит ее улыбаться чуть чаще. С этими словами он отпускает ее и выпускает из своей комнаты. Прямо перед комнатой повелителя демонов появляется Хилук, демонический доктор и новатор короля демонов, чтобы подразнить Амейлу за то, какой взволнованной она выглядела после встречи с повелителем демонов. Амейла говорит ему, чтобы он не совал нос не в свое дело и не совал свой рот куда не следует. Затем она идет в противоположном направлении, чтобы продолжить заниматься своими делами. Хиролог останавливает ее, не давая отойти от него, и приглашает посмотреть на его последний дизайн монстра для войны против королевства Лингер. Видя, что ей нечем заняться, Амила решила последовать за Хирологом, чтобы посмотреть на его последний прототип. Придя в его мастерскую, она обнаружила, что новый прототип представляет собой усовершенствованную версию предыдущей демонической змеи, которую Кен убил тогда в лесу. Амилу ни капельки не впечатлило сходство, и Хайлюкс это заметил. Чтобы успокоить ее сердце, он сказал командиру, что это очень ядовитая змея с большим телом и острыми клыками. После этого он назвал проект, созданный демоном, прототипом монстра 72 – Балджанак. Амейла напоминает ему о том, что случилось с предыдущей версией демонической змеи, и говорит ему, что она чувствует, что та же участь постигнет эту демоническую змею позже в будущем. На Хиролука обрушивается шквал жалоб, когда он пытается доказать ей, что эта змея намного лучше предыдущей. Он даже называет ей солдата, который уничтожил предыдущую змею, и называет его Сиглис. Амейла, однако, рассказывает о настоящих проблемах армии Лингера. И эта спасательная команда, особенно их лидер Роуз, которая поручает своим работникам бегать по полю боя и подбирать раненых солдат, прежде чем отнести их в тыл для лечения. Таким образом, они смогут свести к минимуму количество жертв. Амила также признается, что Роуз первоклассный боец, и это очень раздражает, когда с ней приходится иметь дело.
К тому же Роуз, похоже, затаила очень глубокую обиду на своего хозяина, и она хочет что-то с этим сделать. К сожалению, Амела мало что могла с этим поделать, поскольку теперь, когда она стала командиром, ей запрещено сражаться на передовой. Не волнуйся, у нее есть кто-то, кто может помочь ей убить Роуз на поле боя. Она называет этого человека бессмертным магом тьмы, черным рыцарем. На следующее утро Кен просыпается счастливым человеком, который только что выспался на кровати после целого месяца тренировок и ночевок на твердых камнях. Он встает со своей кровати и идет на задний двор, чтобы угостить своего голубого медведя-гризли, которого он назвал Блурин, приятным угощением. Фруктовое блюдо. Они едят вместе и наслаждаются вкусными фруктами. Вскоре появляется черный кролик, которого мы видели ранее, и очаровывает Кена, заставляя его дать ему немного фруктов. Спустя некоторое время появляется Роза и видит, как Кен зовет медведя Блурином. Она проверяет, действительно ли Кен хочет дать ему это имя, и он говорит ей «да». Она говорит Кену, что уже сообщила о медвежонке-королю, который дал ей разрешение оставить его у себя. Однако, если медведь хочет стать полноправным членом спасательной команды, ему придется заслужить свое содержание и совершить что-то выдающееся. Затем Роза бросает на медведя угрожающий взгляд, который заставляет его съежиться от страха только от ее дерзкого взгляда. У Кена возникает ощущение, что Роза хочет, чтобы Блуринг немедленно стал полезным, поэтому он спрашивает ее, чего она хочет. Что должен сделать голубой медведь-гризли? Роза тут же придумывает утомительный режим имитационных тренировок как для Кена, так и для его драгоценного медведя. Через несколько минут Роза заставляет Кена поднять несколько тяжестей, а также взять с собой Блурина, чтобы начать имитационные тренировки. Как только это делается, она объясняет ему суть тренировки, которая заключается в том, чтобы имитировать реальность боя. Кен должен представить Блурина раненым солдатом, которого он должен спасти, прежде чем тот умрет. Чтобы завершить обучение, Кену нужно пробежать несколько миль, чтобы оказаться в тылу фронта, чтобы Блурин успел вовремя. Кен начинает серьезно тренироваться и на первом месте бежит медленно, просто чтобы сберечь ману. Однако Роуз кричит ему, чтобы он не сбавлял темпа, чтобы Блурин не потерял жизнь из-за своей медлительности. Пробежав всего несколько метров вперед, головорезы Роуза начинают выскакивать из кустов рядом с тропинкой и атаковать Кена, как это сделал бы враг на настоящем поле боя. Хотя Кен и удивлен этим, ему все же удается избежать ранений. В конце концов, он избежал всех неожиданных атак и выжил в течение первого часа испытания. Как раз в тот момент, когда он думал, что выбрался из леса, из-под земли появляется еще один из головорезов Роуза и замахивается на него своими деревянными мечами. Кен уворачивается от меча и сталкивается лицом к лицу с мастером шлюх. Он маневрирует в обход и продолжает движение к последнему кругу забега. После 4-часового бега без остановки организм Кена наконец не выдерживает, и он падает в обморок от изнеможения. Вскоре после этого появляется Роуз и читает ему лекцию о причине, по которой он так быстро выбился из сил. Судя по тренировкам, которые она ему провела, предполагается, что Кен должен выдержать не менее 6 часов непрерывного бега, в то же время поддерживая кого-то или что-то. Когда она заканчивает, она кладет руки ему на лоб и исцеляет его, одновременно советуя ему обрести необходимую силу духа и решительность, чтобы продолжать бегать по всему полю боя. После того, как она вылечила его, она дала ему небольшой перерыв и велела продолжать бегать по замку вместе с Блурином после того, как его мана полностью восстановится. Кен проводит следующий час, собирая свою ману, а когда она полностью возвращается, он продолжает бегать по городу с Блурином на спине. Поначалу жители деревни немного побаиваются странного чувака, бегущего по городу с медведем на спине. Но потом они замечают форму, в которой был Кен, и понимают, что он от Роуз, сумасшедшего врача-целителя. Кен продолжает бежать, пока не находит киоск, где продаются фрукты, которые он и его медведь ели этим утром. Владелец киоска называет эти фрукты пифлс и упоминает, что они являются фирменным блюдом королевства. Двигаясь дальше, Кен просит женщину объяснить ему, почему жители деревни не беспокоятся о том, что он бегает по городу с медведем. Женщина говорит ему, что это из-за формы, которая на нем надета. Сбитый с толку, Кен просит разъяснений, и женщина говорит ему, что жители деревни уже привыкли видеть сумасшедших, страшных мужчин, бегающих по городу в такой форме. Поэтому они научились не слишком задумываться об этом. Кен внезапно все понял и поблагодарил ее за то, что она поговорила с ним. Что касается фруктов, то у него не было денег, чтобы купить их, поэтому он сказал ей, что вернется в следующий раз. Леди предлагает ему фрукты бесплатно, и Кен добросовестно собирает их, прежде чем скормить своему медведю. Вскоре он уходит, а из здания за киоском появляется дама с кошачьими ушами по имени Амака, чтобы спросить леди о члене спасательной команды, которого она только что видела. Из их разговора ничего особенного не выходит, так что все возвращается на круги своя. Кен продолжает двигаться в сторону замка и подумывает о встрече со своими сверстниками Кадзуки и Сузуни. Однако по пути его замечает светловолосый парень и бежит за ним, выкрикивая его имя, пока он не падает в обморок. Кен оглядывается и видит беднягу, распростертого на полу. Он поднимает его, лечит и представляется, как подобает Кену из Роуз. Светловолосый парень также представляется как Орга Флёр,
один из двух других людей, о которых говорила Роуз. Кен быстро знакомится с Оргой и понимает, насколько он впечатляет. Орга хвалит его за то, что он прошел тяжелую подготовку капитана, и сообщает ему, что он один из целителей, находящихся в тылу на поле боя. К тому же он более слабый целитель, чем Кен, и не может исцелить себя после ранения. Он также рассказывает Кену о своей сестре, которая также поддерживает его в процессе исцеления. И говорит ему, что они все стараются работать вместе, чтобы исцелить как можно больше людей. Кен говорит ему, что капитан посоветовал ему присоединиться к авангарду, но потом он решил, что не подходит для этой работы. Хотя он удивлен описанием должностных обязанностей, Орга все же пытается объяснить ему сложность работы и дает понять, что он будет единственной надеждой на успех. Солдаты, сражающиеся на передовой. Как только Орга заканчивает говорить, он встает и собирается уходить. Кен тоже встает и берет Блурина на руки, чтобы продолжить движение по городу. Перед уходом Орга говорит Кену, чтобы он не слишком сильно ненавидел Роуз, потому что она просто немного неуклюжа в общении с людьми, но в большинстве случаев у нее добрые намерения. Кен уверяет его, что не стоит слишком беспокоиться о нем, поскольку у него нет такой уж большой обиды на Роуз. Вскоре после этого Кен уходит, оставляя Оргу своей младшей сестре Уруру, которая спешит проведать его. Пробежав еще несколько метров, Кен оказывается у входа в замок, и охранник без каких-либо проблем проводит его внутрь. Войдя внутрь, он пробирается сквозь толпу, держа в руках Блурин, и находит Сузуни, которая тренирует свои навыки боя на мечах со своими сверстниками. Сузуни вскоре замечает его и прерывает тренировку, чтобы поговорить со своей подругой. После того, как Кен садится рядом с ним, он знакомит ее со своим голубым медведем Гризли и продолжает болтать без умолку, пока не замечает, что Сузуни погружена в свои мысли. Когда она возвращается к реальности, она просит Кена позволить ей прикоснуться к медведю, на что он отвечает согласием. Сузуни попыталась прикоснуться к медведю, но медведь в итоге оттолкнул ее руку. Затем она попробовала еще раз, и медведь укусил ее за руку. Удивленный, Кен показал ей, как это делается, но в итоге ему все равно откусили руку. Позже оба друга сели у фонтана, чтобы расслабиться. Кен заметил мозоли на руках Сузун и сразу же вылечил их с помощью своей магии исцеления. После того, как все зажило, Сузун спрашивает Кена, может ли он зайти к ней. Кен разбивает ей сердце, говоря, что был там, чтобы увидеть только Кадзуки. Хотя Сузун и разочарована, она говорит ему, что Кадзуки в настоящее время уехал из города в путешествие с Сигласом, чтобы охотиться на монстров и набираться опыта. Так как это всего на несколько дней, то беспокоиться ни о чем. Кен немного беспокоится за Кадзуки и сообщает об этом Сузуне. Друзья продолжают отпускать шуточки, пока не начинают хохотать до упаду. Позже Кен продолжает свой путь обратно в квартиру Роуз, размышляя о том, как сильно он вырос за такой короткий промежуток времени. В конце концов, он возвращается домой и устраивается поудобнее еще до наступления темноты. С наступлением темноты Кен находит Роуз, стоящую на улице, и подходит к ней. Роуз спрашивает его, привык ли он уже к тренировкам, и Кен дает ей понять, что начинает привыкать. Прежде чем она уйдет, Кен рассказывает ей о своей новообретенной силе и обещает сделать все, что в его силах, чтобы спасти своих друзей и остальных с помощью своей исцеляющей магии. Член спасательной команды. На Роуз произвела большое впечатление сила духа Кена, и впервые с тех пор, как она познакомилась с Кеном, она похлопала его по спине за хорошо выполненную работу. Кен ложится спать счастливым человеком только для того, чтобы на следующее утро проснуться очень рано и отправиться на очередную работу к королю. Кену пришлось провести несколько тренировок за городом Сузун, и ему нужно было как можно быстрее встать с постели, чтобы успеть на работу вовремя. Пора. По пути к месту встречи Кена и Сузун Кен, который нес Блурина в сопровождении Роуз, заинтересовался и просит Роуз рассказать ему, почему он присоединяется к Сузун на тренировках. Учитывая, что Кадзуки пригласил Сигласа и его рыцарей пойти с ним. Роуз говорит ему, что они также получили просьбу отпустить Кена с Кадзуки, но опять же она отклонила ее, потому что Кен только что вернулся со своей лесной тренировки и ему нужно было немного отдохнуть. Она сказала ему, что король отпустил его в первый раз и дождался предыдущей ночи, чтобы снова обратиться к Розе с петицией. На этот раз Роза говорит, что ей пришлось ответить на его просьбу, так как с ее стороны было бы невежливо отклонять петицию короля 2 раза подряд. Теперь, когда он уходит, Роза говорит Кену быть очень осторожным и избегать неприятностей, чтобы он мог стать целителем Сузуни на время следующие 3 дня и ночи. Примерно в это же время они вдвоем прибывают на место встречи. Там они находят Сузун, мага по имени Корин и одного из привратников, Эрику, которые ждут их на выходе из города. Сузуни, увидев Кена, приходит в восторг и собирается вокруг него, благодаря при каждом удобном случае за то, что он привел с собой Блурина. Она просит Кена рассказать ей, почему он взял с собой своего голубого гризли, но потом Кен говорит ей, что у него не было другого выбора, кроме как взять с собой своего голубого гризли. Разочарованная Сузуни быстро закрывает главу и знакомит Кена с их окружением. После надлежащего представления Кен бросает еще один взгляд на Араку и откуда-то узнает его лицо. Араку хихикает и выдает себя за привратника, которого Кен однажды видел во время своего путешествия в город. Кен хихикает и воссоединяется со своим давним другом. Именно в этот момент Роза привлекает всеобщее внимание, чтобы предупредить их всех. Она дает Сузун понять, что целительная магия Кена не всесильна и может излечить от яда и ран только в том случае, если жертва жива. Это означает, что они не должны попадать в опасные ситуации, чтобы не умереть до того, как Кен доберется до них. С другой стороны, Роза верит в ученицу Сигласа, Сузун, и желает ей удачи в ее путешествиях. Затем она поворачивается к своему ученику Кену и прощается с ним. Кен немного удивлен, что от своего учителя ничего не слышно, но после ее конфронтации он быстро получает памятку и держит рот на замке. Роуз покидает помещение
селения, оставляя Сузуни и Кена вдвоем, чтобы начать совместную тренировку. В следующей сцене видно, как Кадзуки тренируется махать мечом, когда появляется Селия, принцесса Лингера, чтобы отругать его за занятие фехтованием на следующий день после того, как он вернулся со своей изнурительной тренировки. Она хотела, чтобы ее сильный рыцарь отдохнул и восстановил свои силы, чтобы он мог жить и сражаться в следующий раз. Кадзуки, с другой стороны, уверяет ее, что с ним все в полном порядке, так как он прекрасно отдохнул ночью. После этого Селия отказывается слишком много расспрашивать о его здоровье и оставляет его заниматься своими тренировками. Казуки посмеивается над обеспокоенным выражением лица Селии и продолжает тренироваться. По пути к месту проведения тренировок Кен и Сузуни обсуждают результаты тренировок Казуки. Согласно истории, которую слышала Сузуни, Казуки уничтожил десятки монстров на холмах неподалеку от темного леса Лингер. Она также не забывает сказать Кену, что они направляются именно туда, так что ему следует быть готовым. Однажды Кен подумал о лесе и вспомнил, что уже бывал там раньше. Затем он взглянул на Блурина, который мирно спал у него за спиной, и подумал, что будет чувствовать бедный медведь, когда вернется в свой родной город. В этот момент Сузуни снова разозлилась и попросила Кена позволить ей погладить Блурина, пока он спит. Кен пытается сбить ее со следа Блу, но Сузуни уже зашла слишком далеко. В конце концов, Кен несколько раз хлопает Сузун по руке, чтобы она держалась подальше от его дорогого голубого гризли. Сузуни немного раздражается и пытается отругать Кена за то, что он не дает ей погладить Блурина. Во время их спора Блурин просыпается и здоровается с Кеном на своем языке. Кен ставит его на землю и позволяет ему ходить на двух ногах, чтобы он не слишком ленился. Блурин, однако, спотыкается, когда оказывается на земле. Сузун видит свою возможность и занимает позицию, прежде чем попросить Блурина лечь к ней на спину, чтобы она могла нести его. К счастью, на этот раз Блурин ложится к ней на спину, но к несчастью для нее Блурин слишком тяжелая. Сузун изо всех сил пытается поднять Блурин и в конце концов падает на землю от изнеможения. После нескольких сеансов исцеления Сузун встает на ноги, и все они продолжают свой путь. Пройдя еще несколько километров, маг Карин что-то чувствует в своем посохе и говорит всем ждать, пока враг проявит себя. Как раз в этот момент из кустов рядом с тропинкой появляется группа настоящих бандитов и держит Сузун и ее людей на мушке ножа. Они приказывают путешественникам бросить свои ценности и сдать их бандитам, иначе они столкнутся с гневом клоунов, которые называют себя бандитами. Кен немного удивлен этим притворством и на секунду задумывается, настоящие ли эти ребята бандиты или нет. Сузуни, которая немного взволнована тем, что хоть раз в жизни увидит настоящих бандитов, держит Кена и указывает на них. Кен пытается успокоить ее, но вскоре понимает, что Сузуни совсем их не боялась. Пока он раздумывает, что делать, Блуринг показывает бандитам свое лицо и пугается на секунду. Бандиты успокаиваются после того, как понимают, что Блурин всего лишь медвежонок. Они совершают серьезную ошибку, упоминая об ужасных вещах, которые они сделали бы с Блурином, если бы смогли его поймать, и это по понятным причинам выводит Сузун из себя. Кен тоже злится и пытается вразумить их. Однако у Сузуни на уме было кое-что другое. Не задумываясь, она выстреливает своими молниями в одного из бандитов и вырубает его от шока. Остальные бандиты бросаются на них всех, и Сузуни увеличивает свою силу, прежде чем уничтожить их всех сразу. Один из бандитов жалуется на несправедливость боя по отношению к нему, но затем Эруку приказывает ему сдаться. Во время их беседы Корин снова чувствует приближающуюся опасность от своих подчиненных и предупреждает их об этом. Прежде чем они успели подготовиться к следующему нападению, большое стадо осенних кабанов пробежало по этой тропинке и вызвало паническое бегство, которое чуть не убило Кена. Если бы не Блурин, который был там, чтобы помочь им. Кен благодарит Блурина за помощь и заглядывает к Сузуне, чтобы увидеть ее прямо на пути одного из кабанов. Он инстинктивно бросается на Сузун и прижимает ее к земле, чтобы защитить от приближающегося кабана. Кабан бьет их обоих, подбрасывая в воздух и заставляя упасть на несколько футов вниз к реке, ведущей в темный лес. Кен использует свою целительную магию, чтобы защитить их на всем пути и убедиться, что они добрались до поверхности воды. Он узнает реку, по которой плывет, и понимает, что они приближаются к водопаду. Он будет Сузуне и говорит ей сделать глубокий вдох, чтобы они могли пережить падение. Сузуни делает глубокий вдох и падает вместе с Кеном в водопад. Несколько часов спустя Кен просыпается и видит, что Сузун пытается сделать ему искусственное дыхание губами к губам, и обвиняет Сузун в том, что она поставила его в неловкое положение во время процедуры. Лицо Сузуна краснеет, и он бьет его кулаком по земле. Кен встает на ноги и залечивает рану на ее щеке, прежде чем они начинают понимать, что их окружает. Он сообщает Сузун о типе леса, в котором они находятся, и сообщает ей, что он полон различных видов монстров и ядовитых существ. Так что им нужно действовать быстро и думать на ходу, если они хотят выжить в этом лесу. Для этого Кен немного поработал над собой и проанализировал погоду на ночь, чтобы понять, что она будет плохой. Кен советует Сузун найти место для кемпинга, где можно провести ночь. Сузун соглашается с ним и спрашивает, не знает ли он хорошего места, где они могли бы разбить лагерь. Кен предлагает
предлагает разбить лагерь на деревьях, но опять же Сузун не была готова к этому, так как никогда в жизни не лазала по деревьям. Кен внезапно понимает, с каким типом жизни столкнулась Сузун, и решает найти для них другое место. Немного осмотревшись, он находит пещеру и просит Сузуни переодеться, прежде чем они разобьют там лагерь. Сузуни находит подходящее место, чтобы переодеться, и просит Кена смотреть в другую сторону, пока она переодевается. После переодевания Сузуни подходит к ближайшей реке, опускает в нее руки и использует свою силу молнии, чтобы убить электрическим током рыбу, плавающую поблизости. Теперь им нужно приготовить на ужин около 5 рыбин, и Кен ценит ее усердную работу. Далее Сузуни использует свои способности, чтобы развести огонь и согреть их на ночь. Пока готовится ужин, Кен снимает с себя одежду, чтобы согреться на ночь. Сузуни, которая пряталась при виде его мускулов, бросает взгляд на мускулистое тело Кена и вскрикивает от того, какие они рельефные. Кен спрашивает ее об этом, но потом, смутившись, Сузуни говорит ему, чтобы он не слишком беспокоился о ее одержимости его мускулами. Двигаясь дальше, она смотрит вперед и видит, что над ними наблюдают несколько ядовитых обезьян. Кен сразу же узнает обезьян и приглашает их спуститься поздороваться. Сузуни подходит слишком близко к обезьянам, несмотря на предупреждение Кена не прикасаться к ним. Она дотрагивается до одной из обезьян и даже позволяет ей укусить себя, прежде чем упасть в обморок от ядовитого воздействия. Кен быстро использует свою магию исцеления, чтобы вернуть ее в нормальное состояние, чтобы она не умерла. Вернувшись во дворец, Кадзуки получает плохие новости об исчезновении Сузуни и Кена. Он рассказывает о происшествии, произошедшем в лесу, и сообщает, что они оба по-прежнему считаются пропавшими без вести с той ночи. Кадзуки спрашивает о поисковой группе, которую они организовали, чтобы найти их, но затем король Лингера говорит ему, что они уедут 1 числа утром. Казуки этого было недостаточно, так как он хотел, чтобы они уехали той же ночью. Роза, однако, останавливает его на полпути и говорит, чтобы он больше доверял ее ученице и другой его подруге, Сузуни, поскольку они не такие слабаки, какими он их считает. Роза не ошиблась, так как Сузуни уже восстановилась после лечения целительной магией Кена. Кен был очень рад, что рядом оказался такой удобный человек, как Сузуни, и он сообщил ей об этом. После небольшой беседы Кен попросил Сузуни поспать, пока он будет нести первую вахту. Сузуни, однако, разрешает ему поспать первую, чтобы он мог восстановить свои целительные силы, и Кен приступает к делу. Довольно скоро начинается дождь, и Сузуни начинает скучать. Она тянется к Кену, если он уже спит, но, к счастью для нее, Кен все еще бодрствует. После того, как она привлекла его внимание, Сузуни спрашивает Кена, что он чувствует по поводу того, что его призвали в этот мир, в котором они находятся в данный момент. Кен говорит ей, что он относится к происходящему вполне нормально. Но затем Сузуни спрашивает его, не хочет ли он вернуться домой. Кен говорит ему, что ему все равно. Что касается Сузун, она говорит, что хочет остаться здесь, в этом мире, поскольку это позволяет ей быть свободной и жить своей жизнью по сравнению с той ограниченной жизнью, которую она вела в прошлом. Другой мир. И хотя она чувствует, что бросает свою семью, она все еще хочет испытать жизнь в одиночестве. Кен уговаривает ее и говорит, что иногда можно быть немного эгоистичной. Затем он встает и тоже рассказывает ей о своих стремлениях, сравнивая себя с Сузуни. Он рассказывает о своем опыте, когда они впервые появились на свет, и оценивает, насколько сильным он стал сейчас. Сузуни тоже делает то же самое, и они вдвоем укрепляют свою решимость спасти этот мир, в котором они находятся как герои. Сузуни очень свободно общается с Кеном и иногда дразнит его за то, что он холоден с ней. В конце концов, теперь, когда она думает об этом, она ценит то, что Кен ее близкий друг. Эта мысль делает Кена таким застенчивым, что он притворяется спящим, чтобы Сузуни не видела его лица. Сузуни понимает суть и оставляет его в покое. На следующий день дуэт направляется в другом направлении, которое, по их мнению, является путем возвращения к тому пути, по которому они шли накануне. По пути они встречают Блурина и Аруку, которые более чем счастливы их видеть. Кен лечит Аруку, который сильно устал от бега, и спрашивает его, как они были найдены. Аруку говорит Кену, что Блурин учуял его запах и пошел по нему туда. Сузуни пытается поблагодарить Блурина, но опять же Блурин испытывает приступ ностальгии и находит свой новый запах в своем бывшем логове. Понюхав и предавшись воспоминаниям о своей новой жизни, Блурин возвращается к своей новой семье Кену и призывает их вернуться домой. На этом их обучение заканчивается, и Сузун возвращается домой с Кеном в целости и сохранности. По возвращении в королевство Кена и Сузун вызывают к королю королевства Лингер для краткого инструктажа об их миссии в лесу. Сначала король извиняется перед ними обоими за то, что подверг их опасности во имя обучения. Однако Кен говорит ему, чтобы он не беспокоился о таких вещах, и добавляет, что он уже привык к таким тренировкам со стороны Роуз. Сбитый с толку, король просит его объяснить все подробнее. Кен знает, что он запутался, поэтому он лжет и говорит королю, что это потому, что он раньше тренировался в лесу, в своем прежнем мире. К счастью, король верит в его ложь и переходит к следующему вопросу. Он просит Кена рассказать ему, как проходила тренировка с Роуз. Прежде чем ответить на этот вопрос, Кен тщательно обдумывает, что сказать королю. Он смотрит на невозмутимое лицо Роуз, стоящее рядом с ним, и решает не выставлять на показ свой суровый учебный полк. В конце концов, он одобряет стиль тренировок Роуз,
и дает королю понять, что у него все в порядке с ее тренировками. Услышав это, Роуз слегка улыбается ему, как будто гордится им. Кен замечает это и немного смущается, но в конце концов забывает об этом. Что касается Сузуни, то король обещает перенести ее полевые тренировки на другое время. После этого откровения он позволяет своему министру взять руководство на себя. Министр увольняет Сузуни и Кена и советует Розе и Сиглусу не вмешиваться. Кен немного беспокоится из-за серьезного выражения глаз министра, но опять же он не может игнорировать приказы сверху. Поэтому он покидает комнату вместе с Сузуни, своей подругой из современного мира. Прямо перед входом в королевскую комнату Сузуни замечает обеспокоенное выражение на лице Кена и спрашивает его об этом. Кен рассказывает ей о своем беспокойстве по поводу серьезного выражения лица министра сразу после того, как он отпустил их. Он, кажется, думает, что его и Сузуни уволили за то, что они не закончили обучение или что-то в этом роде. Сузуни называет министра по имени Серджио и признает, что хотя его лицо тогда выглядело довольно серьезным, она все еще думает, что это нечто более серьезное, чем их увольнение. Кен пытается сказать что-то еще, но его внезапно прерывает Кадзуки, который бежал к ним из-за угла. Расстояние. Кен и Сузуни поворачивают назад и видят, что их третий друг Кадзуки догоняет их как отец, который бежит навстречу своим детям. Когда он добирается до них, он благодарит свою звезду за то, что она спасла его друзей от нападений монстров, о которых он слышал тогда. Селия, которая тоже была с ним, хихикает и говорит Сузуни, что Казуки вот-вот вылетит из замка и отправится искать их в лесах. Сузуни пытается подразнить Казуки, называя его беспечным. Но тут Кен вцепляется в Казуки и чуть не раскрывает один из неловких моментов Сузуни там в лесу, когда ее укусили ядовитые обезьяны. Чтобы избежать насмешек, Сузуни зажимает Кёну рот и заканчивает разговор. Позже все четверо отдыхают на балконе прямо перед дворцом. Там Кадзуки рассказывает им о вере Роуз в Кена и Сузун и хвалит Кена за то, что он превратился в человека, которому Роуз может доверять. Кен называет комплименты Роуз ерундой, но затем отказывается портить чистосердечные мысли Казуки о Роуз. Он отпускает несколько шуток по поводу чистого сердца Казуки и оставляет это без внимания. Сузуни тоже присоединяется к их разговору, оставляя Селию наблюдать, как трое друзей смеются над происходящим. После их встречи Кан и Сузуни расходятся по своим комнатам. Как только они уходят, Селия спрашивает Кадзуки о его отношениях с двумя друзьями и признается, что он так счастлив, когда находится рядом с ними. Кадзуки посмеивается и говорит ей, что это все потому, что они из одного мира. Это заставляет Селию слегка нахмуриться, потому что она начинает немного ревновать. В конце концов она спрашивает, есть ли место для нее в сердце Кадзуки. Но Кадзуки, который в тот момент не понял сути, остается настоящим джентльменом и в итоге ставит в неловкое положение их обоих. В конце концов он берет себя в руки и обещает называть Селию ее первым именем, вместо того, чтобы добавлять к этому формальности. Тем временем король продолжает встречу с Розой, Сигласом и премьер-министром в своих покоях и просит Серджио дать ему обычный отчет. Серджио выходит вперед и рассказывает о нападениях буров на Сузуни и группу Кена осенью во время их тренировок. Если буры зашли так далеко на юг в лес, это должно означать, что войска армии демонов наступают на королевство Лингер, как они говорят. Сиглас и Роза внезапно приходят в состояние повышенной боевой готовности, задаваясь вопросом, что они могли бы сделать, учитывая то малое количество времени, которое у них осталось. Сиглас выскажется, когда придет время, и расскажет королю о своих подозрениях. Он дает королю понять, что на этот раз армия короля демонов будет намного сильнее, так что если они хотят спасти королевство Лингера от врага во второй раз, то они должны действовать быстро и умно. Король, выслушав все, что рассказал ему Сиглус, приказал Сиглусу собрать войска и подготовить их к войне. Сиглус склоняет голову в знак уважения и уходит в свои покои. Затем король поворачивается к Серджио министру и велит ему пойти и проинформировать других министров о сложившейся ситуации. Серджио также склоняет голову и уходит, оставляя с королем только Розу. После того, как они уходят, король поворачивается к Розе и извиняется за то, что заставил ее ждать, пока он закончит с остальными. Сказав ей несколько слов, Роза понимает, чего хочет от нее король, а именно пойти и подтвердить местонахождение повелителя демонов армии. Король извиняется за то, что попросил ее выполнить такую опасную работу, но опять же Роза дает ему понять, что она не возражает против этого, поскольку понимает, что у нее единственные самые быстрые ноги во всей армии. А теперь, прежде чем она уйдет, король встает со своего трона и подходит к Розе гораздо ближе, выглядя как друг. Он вежливо просит ее снова вступить в армию и на этот раз возглавить ее войска. Роза, однако, говорит ему, что не может этого сделать, так как она больше не достойна вести в бой ни одного солдата. Король смотрит на нее и спрашивает, не преследует ли ее все еще мысль о том, что она ведет своих бывших солдат на верную смерть. Роза говорит ему, что она все еще думает об этом и знает, что в ближайшее время не сможет повести кого-либо в бой. Она также касается шрама на своем правом глазу и говорит королю, что это дружеское напоминание о группе солдат, погибших под ее руководством. Судя по всему, Роуз создала спасательную команду, чтобы все исправить. Так что вместо того, чтобы вести команду в бой, она предпочла бы возглавить спасательную команду, чтобы убедиться, что больше никто в бою не умрет от боевых ранений. При этом король все еще остается в стороне и пытается дать ей понять, что она уже погасила свой долг, спасая нескольких солдат на другой войне. Это
это случилось 2 года назад. Так что ей следует попытаться отпустить прошлое и двигаться дальше, чтобы делать что-то лучшее, например, руководить другим отрядом солдат. Роуз разожгла его пыл, сказав ему, что она еще не закончила работу со спасательной командой. С удивленным выражением на лице король задается вопросом, что Роуз могла иметь в виду под этим. Именно в этот момент Роуз рассказывает королю о своем долгосрочном плане и рассказывает о своей миссии по превращению Кена в идеального целителя. Она называет Кена упорным сукиным сыном, который сделает все, что в его силах, чтобы победить и выжить при любых обстоятельствах. Роуз выделяет это выдающееся качество Кена и считает его лучшим кандидатом для реализации своего плана. К тому же Кен такой же твердолобый, как и ее бывший ученик, и редко кому подчиняется. Она продолжает неистовствовать и внезапно останавливается, чтобы приступить к выполнению своей миссии. В тот вечер Кен заметил письмо, лежащее перед ним на столе. Очевидно, пока он кормил Блурина, Роуз написала письмо Орги и его сестре Уруру, которые живут в городе. Она вручила письмо Кену и поручила ему передать его соответствующим людям. Кен взял письмо в руки и бегло ознакомился с содержанием, прежде чем положить его обратно. Он остановился и спросил, где находится капитан. Но затем повар команды Алек сказал ему, что не знал, где она находится. Он знал, что Роуз не будет есть часть его ужина в тот вечер, и, похоже, его это вполне устраивало. В нескольких милях от королевства Амеа Черный рыцарь и Хьюлук, изобретатель армии демонов, руководят отрядом солдат, которые создают армию демонов. Мост через широкую реку, чтобы они могли пройти по нему и продвинуться к позициям противника. Пока Эйла выкрикивает приказы своим людям, Черный рыцарь жалуется на то, что она слишком громкая, и призывает ее немного успокоиться. Это задевает Эйлу за живое, и она ругает его за то, что он ей перечит. В конце концов, она приказывает Черному рыцарю подчиняться каждому ее приказу, и он подчиняется. Вскоре появляется Хайрул, чтобы немного подразнить Амейлу. Как раз в этот момент поднялся кто-то из их отряда. Амейла принимает Роуз за обычного разведчика, но затем ее глаза широко раскрываются от шока и гнева, когда Роуз бросает огромный пень в их мост и откладывает строительство на несколько дней. После того, как Роуз совершила подвиг, она убедилась, что Эйла видит ее лицо, прежде чем вернуться в королевство. В джунглях слышны разочарованные крики Эйлы, когда она выплескивает свое разочарование. Уже на следующее утро Кен отправляется в путь, чтобы доставить письмо. Прогуливаясь по городу, он чувствует, что на него смотрит несколько глаз и ведет себя спокойно. В конце концов, он понимает, что горожане удивлены, увидев, как кто-то из спасательной команды ходит и делает что-то настолько обычное, как прогулка. Кен не обращает внимания на лестницу и встречается с пожилой женщиной, которая тогда продавала ему фрукты. Немного поболтав с ней, он продолжает свой путь, пока не добирается до дома Орги. Добравшись туда, Кен застает дома свою сестру Уруру и передает ей привет. Уруру никак не может опознать Кена, но в конце концов она вспоминает его имя и воссоединяется с ним. Кен спрашивает, является ли она такой же целительницей, как и ее брат, и Уруру сообщает ему, что она просто работает со своим братом в клинике. Кен спрашивает об Орге, и Уруру говорит ему, что Орга в данный момент оперирует пациента. С этими словами она хватает Кена за руки и ведет его ко входу в операционную. Там Кен становится свидетелем того, как Орга использует свою богатую ману, чтобы вылечить боль в животе маленького мальчика. Когда он заканчивает, он будет мальчика и возвращает его матери. Мальчик находит Кена у двери и обращает на него внимание Орги. Вскоре после этого Кен встречается с Оргой и передает ему письмо от Розы. Он собирает и читает письма от Роз, Кена и Уруру, а также рассказывает о других членах спасательной команды. Уруру упоминает, что изначально она ушла из спасательной команды из-за своего старшего брата. Затем она вспоминает о хороших временах, когда спасательная команда была еще новой, и Роуз была очень счастлива. Однако все пошло по ложному пути, когда тренировки Роуз стали слишком тяжелыми для всех них физически. Она благодарит Роуз за то, что в последнее время она стала немного счастливее, и выражает огромную благодарность Кену. Внезапно появляется кто-то, кто звонит Орги и Уруру, чтобы они пришли на помощь 3 пострадавшим людям на рынке. По прибытии туда каждый целитель работает над исцелением одного человека за раз. Кен струсил, когда собирался вылечить своего пациента, но Орган подталкивает его в нужном направлении и говорит успокоиться, чтобы он не потерпел неудачу. Кен последовал его совету и успешно вылечил сломанную ногу своего пациента. Совершив это замечательное деяние, троица вернулась в клинику. По дороге туда Кен поблагодарил Оргу за то, что она побудила его стать лучше, а Уруру стал дразнить его за то, что он был таким несмышленышем. Кен застенчиво хихикнул и пошел своей дорогой. Когда он ушел, Орга рассказал о содержании письма Уруру и посоветовал ей готовиться к войне, так как армия повелителя демонов стремительно приближается к ним. Он рассказывает ей о советах и хитростях, которые помогут ей всегда быть на высоте, и обещает быть рядом, когда придет время. Тем временем Кен покупает у пожилой женщины несколько фруктов и откусывает кусочек от одного из них. Когда он возвращался в конспиративную квартиру, маленькая девочка с кошачьими ушками остановила его на полпути и странно посмотрела на него, произнося странные слова. Прежде чем он смог понять, что она имела в виду, маленькая девочка показала Кену будущее войны, в которой им
им предстояло участвовать. Во втором фрагменте Кен видит черного рыцаря, стоящего над трупами своих друзей, и замирает от страха и потрясения. Маленькая девочка, показав ему видение, дает ему понять, что он заплатит за то, чтобы увидеть это видение, а затем убегает. Все, что Кен мог сделать в тот момент, это стоять там и гадать, что же, черт возьми, он только что увидел. Вскоре после этого он возвращается к реальности и бежит за девушкой, думая о жутких образах, которые она заставила его увидеть. Побегав несколько минут, Кен прекращает погоню и больше сосредотачивается на попытках истолковать смысл видения. Он и не подозревал, что девочка с кошачьими ушами шпионила за ним из окна одноэтажного здания, расположенного недалеко от того места, где остановился Кен. Кен подходит к Томасу, одному из охранников главных ворот, ведущих в город. Подойдя к посту охраны Томаса, Кен спрашивает Тома, не видел ли он девушку в лисьей шкуре, бегающую по его территории. К его удивлению, Том говорит ему, что он вообще не видел ее нигде в окрестностях этого места. Это так сильно расстраивает Кена, что он разочарованно вздыхает и кричит от боли. Все, что мог сделать Том, это молчать до тех пор, пока не появилась капитан спасательной команды Роуз, которая услышала, как ее ученица припирается из-за того, что нашла маленького лисенка. Том, увидев капитана спасательной команды, извинился и оставил Кена на попечение своего босса. Кен шутит о том, что Роуз слишком пугает остальных, и не замечает, как Роуз поднимает правую руку, чтобы нести его. Когда он это делает, уже слишком поздно, потому что Роуз обхватывает его лицо правой ладонью. Она смело просит Кена рассказать ей, о чем он говорил, но потом Кен, которому больно, умоляет ее не беспокоиться о нем. Затем он меняет тему разговора и спрашивает ее, где она была все это время. Роза опускает его на землю и рассказывает, что она отправилась на разведку армии короля демонов и обнаружила, что они пытаются построить мост, чтобы значительно облегчить переправу через одну из своих больших рек. Роуз также говорит, что она разрушила мост, чтобы задержать их вторжение на несколько дней, так что какое-то время с ними все будет в порядке. Как только Кен собирается заговорить, Роуз снова поднимает его голову и вскоре отпускает. На обратном пути в безопасное место Кен спрашивает Роуз о маленькой девочке в лисьей шкуре. Удивленный, Роуз рассказывает ему о маленькой девочке, которая появилась в их королевстве около 2 лет назад. Говорят, что этой девочке удалось ускользнуть от бандитов и похитителей, даже когда была объявлена награда за звериные шкуры. Судя по всему, звериные шкуры — это не только красивые экземпляры, но и обладают мощным магическим свойством. Кен спрашивает ее, существуют ли звериные шкуры, которые также могут показать кому-то будущее. Роуз немного смущается по этому поводу, но затем Кен объясняет ей свой опыт немного подробнее, чтобы она поняла. В конце концов, она понимает его точку зрения и рассказывает ему о оракулах времени, также известных как сверхредкие охраняемые звериные шкуры, даже на территории звериных шкур. Она спрашивает Кена, почему ему так хочется узнать о них побольше, но опять же Кен умоляет ее не раскрывать его суть, слишком много думал. После этого он затихает и продолжает двигаться. Через несколько минут Роза останавливается и велит ему продолжать путь домой, а сама отправляется на встречу с королем в его замок. Кен подчиняется воле своего хозяина и начинает двигаться дальше. В ту ночь Роза рассказывает королю о своем отчете разведчика и ждет, когда он заговорит. Когда он это сделает, король королевства Лингер извинится за то, что подверг ее опасности и заставил отправиться на разведку в тыл врага. Роза, однако, убеждает его не слишком беспокоиться по этому поводу, а вместо этого говорит им беспокоиться о неминуемом вторжении. Даже если они задержатся на несколько дней, нападение все равно обязательно произойдет. После этого король решает принять самое трудное решение в своей жизни. На следующий день он решает обратиться к солдатам и общественности. Он обращается к министру Серджио и говорит ему, чтобы тот подготовился. Что касается Сигила, он говорит ему передать новость Кадзуки и Сузуне, чтобы они могли подготовиться к битве. Как только их встреча закончится, Кадзуки и Сузуне будут вызваны во дворец для официального брифинга по этому вопросу. По пути в зал суда они сталкиваются с принцессой Селией, которая останавливается, чтобы поздороваться. Их встреча длится недолго, так как Селия, которая не хочет их задерживать, отпускает их. Перед тем, как отправиться во дворец, Сузуни спрашивает Кадзуки, не поссорился ли он с Селией, учитывая, что энергетика между ними была довольно неловкой. Кадзуки уверяет ее, что между ним и Селией все в порядке, так что ей не стоит беспокоиться. Несколько мгновений спустя они подходят ко входу в зал суда и делают глубокий вдох, прежде чем войти в комнату. Тем временем у Кена Усата проблемы со сном. Не только из-за громкого храпа Тонга, но и из-за видения, которое он увидел ранее в тот день. Он встает со своей кровати и задается вопросом, что имела в виду девочка, когда сказала ему, что он видит будущее, которое может видеть только он. Может быть, она хотела, чтобы он изменил это будущее? Или он был единственным, кто мог что-то с этим сделать? Пока Кен пытался найти ответ на свой вопрос, он услышал какой-то странный звук за окном их комнаты и, обернувшись, увидел, что вокруг танцуют 3 огонька. Он встает со своей кровати и, чтобы продолжить расследование, прогоняет их прочь. Кен подходит ближе к окну и видит, что Казуки держит в руках 3 фонаря, ожидая его. Кен спускается вниз и отдыхает с Казуки у ручья неподалеку. После обмена любезностями Казуки начинает говорить и рассказывает Кёну о вызове. Он объясняет Кёну, что сказал им король, и выражает, как были счастливы Сузуни, когда они узнали, что враги приблизились к ним. Судя по всему, Кадзуки боялся идти в бой. Страх перед битвой не давал ему уснуть всю ночь.
но когда он больше не мог этого выносить, он покинул замок и отправился туда, чтобы найти своего дорогого друга Кена Усата. Нашему мальчику просто нужно было с кем-то поговорить, потому что Кадзуки сломался, признавшись в своих страхах пойти на войну и рискнуть потерять все, чтобы сражаться со страной, в которой он никогда не хотел быть. Ну что же, Казуки продолжает бормотать о том, насколько опасной может стать война, учитывая, что армия короля демонов охотится за их головами. С другой стороны, жители королевства были так добры к нему, так что бросить их, когда наконец пришло время проявить себя, хуже, чем веду себя как трус. Кадзуки в полном замешательстве, и ему не остается ничего другого, как довериться своему надежному другу Кен Усата. Выслушав, как его друг изливает душу, Кен наконец заговаривает. Во-первых, он хвалит Кадзуки за то, что он такой крутой парень, который вот так признается в своих страхах. Он дает Казуки понять, что полностью понимает его чувства, и дает ему понять, что иногда можно ставить свои чувства на первое место. Казуки в конце концов успокаивается и просит Усата сказать ему, что он думает. Кен некоторое время молчит, но когда он заговаривает, то говорит Казуки, что собирается идти сражаться за людей. Казуки спрашивает, действительно ли он боится умереть на войне. Но с другой стороны, Кен говорит ему, что хотя он до смерти боится исхода войны, он все равно чувствует себя обязанным пойти и помочь защитить свой народ. Кадзуки напоминает ему, что он попал в этот мир случайно. Кен признает, что его призвали. Он немного не в себе, но все же. Там многое произошло, и люди, с которыми он встречался до сих пор, сделали его другим, более сильным человеком, чем он был в своем старом мире. В довершение всего, Кен обещает всегда думать о Казуки как о своем друге, независимо от того, сражается он на войне или нет. Выслушав все, что хотел сказать Кен, Казуки набирается здравого смысла и обещает Кену, что будет защищать его и Сузуни по-своему. Даже если он не будет сражаться как герой, которого все от него ожидают. После этого Кадзуки встает и решает встретиться лицом к лицу со своим страхом. Он благодарит Кена за помощь и помогает ему встать на ноги, прежде чем пообещать вместе защищать государство. После этого два приятеля встают и пожимают друг другу руки, чтобы показать свою вновь обретенную силу. Кену становится немного неловко за то, что он говорит такие гадости своему другу, но тем не менее он понимает, что будет лучше, если они быстро восстановят друг друга. Вскоре после того, как Казуки покинет стрим, появляется Сузуни и дразнит Кена за то, что он говорит такие странные вещи Казуки. Кен противостоит ей и говорит, что она, должно быть, последовала за Казуки туда, думая, что он собирается сбежать или что-то в этом роде. Сузун согласна с мнением Кена, но потом Кен говорит ей, что все равно не хочет, чтобы кто-то из них ссорился. Сузун обнимает его и спрашивает, думал ли он так же с ней. Кен дает ей понять, что у нее все по-другому, и что она уже приняла решение остаться в этом мире. Но что касается Казуки, которому все еще трудно приспособиться к жизни, он беспокоится. Сузуни улыбается словам Кена и уходит, чтобы немного отдохнуть перед завтрашним важным днем. На следующий день король Лингера собирает войска и произносит речь, чтобы пробудить в них мужество и боевой дух. С Кадзуки и Сузуни, стоящими рядом с ним, королю удается воодушевить своих солдат сражаться с армией короля демонов за свою нацию и гордость как граждан из королевства Лингер. Тем временем спасательная команда и их работники готовятся к отправке на поле боя. Как только король заканчивает свою речь, он позволяет своим людям издать боевой клич, сигнализирующий о начале войны. После речи Кадзуки тайно направляется в покое Селии, чтобы попрощаться с ней, прежде чем отправиться сражаться за нее и все остальное королевство. Вместо того, чтобы подойти к ней, украсть один-два поцелуя, Кадзуки по-прежнему ведет себя как истинный джентльмен и приветствует ее на прощание. Селия тоже желает ему счастливого возвращения и провожает его взглядом. Кадзуки уходит после того, как наконец поднял ее и отправился на фронт. Позже в тот же день Уруру растаяла от привлекательности Блурен вскоре после прибытия на конспиративную квартиру. Она пытается прикоснуться к Блурен, но опять же Блурен не позволит никому, кроме своего хозяина, прикасаться к нему. Это удивляет и Уруру, и Кена, но Уруру отказывается сдаваться. Кен в конце концов бросает ее и видит, что Орга с трудом переносит какие-то тяжелые вещи. В конце концов он помогает ему и коротко беседует с ним, прежде чем появляется Тонг и приглашает его в комнату босса. Удивленный, Кен спрашивает его, что могло понадобиться Роуз от него. Кен мчится в ее офис и выслушивает ее план предстоящей битвы. Роуз говорит ему, что хотя они и находятся в авангарде, они все равно не пойдут вперед, пока битва не затянется на некоторое время. Однако, когда они доберутся до линии фронта, им нужно быть особенно осторожными, чтобы не мешать своим солдатам во время сражения. Чтобы он понял, она приводит пример Кена, который исцеляет солдата, который не сильно ранен, и дает ему понять, что он будет участвовать в битве. По-солдатски, если он попытается вылечить его. Кен получает памятку и переходит к следующему важному делу. Роуз вручает ему коробку и просит открыть ее. Кен открывает ее и обнаруживает там свою новую форму, аккуратно сложенную. Роуз велит ему надеть ее, и когда он это делает, Кен выглядит в этой одежде сексуально. Роуз не дает ему чувствовать себя слишком комфортно и говорит, чтобы он не думал, что он непобедим, потому что он целитель. Они все еще люди, и они все еще могут умереть, так что он не должен забывать об этом. Во-первых, Кен должен защитить себя, чтобы он мог продолжать защищать других. Кен получил ее памятку и остается уверенным в своих способностях сохранить свою жизнь, чтобы защитить всех и своих друзей. После встречи с Розой он возвращается на улицу и обещает, что никогда не позволит Казуки или Сузуни умереть на его глазах. Пару дней спустя все военные и спасатели из вооруженных сил королевства Лингер отправились в далекую страну, чтобы встретиться с демонами, угрожающими их земле.
и сразиться с они выступают за мир. Уруру, которая путешествовала со своим братом и остальными членами спасательной команды, провела в пути несколько дней, не видя места назначения. И жалуется на то, что их путешествие затянулось, и жалеет, что они не смогли добраться туда раньше. Тонг из спасательной команды Роуз, принадлежащей АГ, высказывает свое мнение и дает понять Уруру, что для них вполне логично выбрать землю подальше от королевства, чтобы сражаться с демонами. Таким образом, им не придется беспокоиться о жертвах среди гражданского населения во время войны. Уруру делится своими мыслями и задается вопросом, почему демоны зашли так далеко, что вторглись в земли людей. Именно в этот момент наступает короткая тишина, так как каждый не торопится задуматься о себе, прежде чем встретиться лицом к лицу со своими злейшими врагами. Тем временем Кен, который ехал верхом и управлял лошадьми вместе с Розой, просит ее рассказать ему больше о демонах. Роза начинает с описания типичной внешности демонов, обладающих огромной физической силой и большим количеством маны, чем их человеческие аналоги. Кен забеспокоился, узнав, насколько силен среднестатистический солдат-демон, а Роза совсем не помогает. Она спрашивает его, не страшно ли ему, и Кен намекает, что демоны не могут быть страшнее ее. Роуз игнорирует удар по своему самолюбию и дразнит его за то, что он был обычным ребенком несколько месяцев назад, до того, как его призвали в их мир. Теперь, когда она привила ему усердие и тренировки, она уверена, что Кен проявляет черты монстра, которые она хотела бы видеть в любом сильном человеке. Достаточно, чтобы стать ее вторым человеком в команде. Кен не понимает, что за комплимент скрывается за шутками Роуз, и начинает подразнивать ее в ответ, рассказывая о своих планах всегда превосходить ее в том, в чем она хороша. В этот момент Роуз отключилась от всего и уставилась на дорогу перед собой, как будто вспомнила, что кто-то сказал ей то, что только что сказал Кен. Кен замечает перемену в ее настроении и молчит. Роуз внезапно вспоминает свою старую команду и поднимает правый глаз, чтобы потрогать шрам, который она получила из-за того, что потеряла их на первом месте. Чтобы немного рассказать о прошлой жизни Роуз, а также объяснить, как она потеряла своих бывших товарищей, показан ретроспективный кадр, демонстрирующий воспоминания Роуз о 5 много лет назад. Около 5 лет назад командир 8-го батальона Роуз из Ордена Задерживающихся Рыцарей гордо вышагивала в своих железных доспехах, чтобы присутствовать на церемонии награждения. Встреча с королем и остальными высшими военными чинами королевства. Как только все соберутся в зале суда, король начнет заседание. Первое место занимает первое место. Он благодарит своих людей за оказанную честь собранию, а затем переходит к рассказу о сообщениях, которые он получает о демонах, появляющихся на лугах близ мрака Лингера и сеющих хаос на земле. Тамошняя экосистема. Несмотря на то, что не было никаких человеческих жертв, король посчитал, что они не должны быть слишком осторожны. На всякий случай он представляет охрану каждому торговцу, проезжающему мимо этих лугов, чтобы обеспечить им защиту во время их деловых поездок. Что касается деталей задания, он оставляет все это на усмотрение высокопоставленных главнокомандующих и предупреждает своих людей избегать конфликтов с сильным и могущественным демоном существа. После собрания Сиглас заметил Роуз, идущую по коридору, и остановился, чтобы поговорить с ней. Он спрашивает ее, что она думает о передвижениях демона, но затем Роуз говорит ему, что понятия не имеет, что они планируют делать дальше. Затем Сиглас говорит ей, что он думает о надвигающемся вторжении демонов, но опять же Роуз говорит ему, что это всего лишь возможность, так что он пока не стоит слишком переживать по этому поводу. Сиглас игнорирует ее и рассказывает ей о своем плане, который заключается в подготовке его команды к экстренному развертыванию. Таким образом, они могут быть готовы встретиться лицом к лицу с демонами, если они когда-нибудь вторгнутся к ним. Роза дразнит его за чрезмерную серьезность и наблюдает, как Сиглас поворачивается к ней спиной и уходит. Вскоре после ухода Сигласа появляется Сова, на тот момент заместитель командира Роуз, и прерывает ее размышления. В то время как Сова выкрикивает имя своего командира, чтобы привлечь ее внимание, Роуз продолжает думать о том, как тем временем мобилизовать свои войска, чтобы они также были готовы встретить все, что угодно. Это приходит им на ум. Как раз в этот момент она услышала крики Совы и стукнулась головой в наказание за то, что нарушила ее покой. Сова жалуется, что Роза использовала свою сверхчеловеческую силу, чтобы ударить ее по голове, и жалеет, что она этого сделала. Роза советует ей не мешать людям проводить мозговые штурмы и не лезть не в свое дело. Ал не обращает внимания на стук в дверь и рассказывает своему боссу о том, что она услышала на собрании ранее. Роуз стучит еще 2 раза, чтобы наказать ее за подслушивание сверхсекретного совещания, и призывает ее научиться следовать правилам. Когда они добираются до лугов, все спрашивают Роуз, что, по ее мнению, демоны должны делать на их территории. Роуз отвечает, что не может ответить, но что бы это ни было, в этом нет ничего хорошего. Все это говорит о том, что она доверяет своему учителю и шутит о том, что когда придет время, она превратит демонов в кашу. Роза, однако, останавливает ее на этом и советует не недооценивать своего врага, так как это может быть очень опасно. Все дрожат от смущения и делают заявления, которые противоречат ее первому комментарию о демонах. По мере того, как они приближаются к своему безопасному дому, Роуз обещает взять на себя их тренировочный режим на этот день, чтобы в кратчайшие сроки подготовить их к битве с демонами. Лицо Совы светится от удивления, и она умоляет Розу вообще не беспокоиться о них.
В конце концов, Роза возвращается в безопасное место и обнаруживает, что остальные члены ее спасательной команды делают вид, что занимаются спортом. Роза привлекает их внимание и сообщает им плохие новости об их тренировочном режиме. Почти сразу же все поворачиваются к Сове, чтобы отругать ее за то, что она поощряет капитана следить за тренировочным режимом. Сова изо всех сил старается уберечь себя от неприятностей, но уже слишком поздно, так как она роет себе яму поглубже и в итоге получает побои от своих подчиненных. Роуз не обращает внимания на их ссору и идет в дом, чтобы немного отдохнуть. Несколько дней спустя Роуз вызывают на королевский балкон для встречи 1 на 1. Там она понимает, что демоны делают на их территории. Судя по всему, свидетели в окрестностях темного леса Лангера свидетельствуют о том, что видели группу хорошо обученных солдат-демонов, атакующих монстров в этом регионе. Король хотел, чтобы Роза и ее сопровождающие отправились в этот регион и расследовали причину нападений монстров. Роза спрашивает, можно ли ей применить силу против демонов, и король дает ей добро. Роза благодарит короля за то, что он доверил ей это задание, и отправляется в свой безопасный дом. Той же ночью она информирует всех, включая своего заместителя командира аула, о миссии и советует им побыстрее выспаться, чтобы они все могли проснуться и отправиться в путь очень рано на следующее утро. Когда приходит время для вопросов и ответов, кто-то спрашивает о количестве врагов, и Роуз говорит ему, что их число приближается к 30. Когда начинают возникать новые вопросы, Сова встает и советует своим подчиненным не недооценивать врага. Однако ее подчиненные все еще злились на нее за то, что она заставила Роуз следить за их тренировочным режимом. Ал снова пытается выпутаться из неприятностей, но все равно в итоге ее снова избивают коллеги. Тем временем Роуз объясняет Кукуру, своему любимому черному кролику, причину, по которой она оставит его дома, и это для того, чтобы с ним вообще ничего не случилось. Все. В конце концов, Роуз обзванивает всех на этот раз и говорит им, что на этот раз она пойдет с ними, так что им не нужно беспокоиться о том, что враг потеряет какие-либо конечности. Внезапно у всех появилась надежда, что теперь, когда они знают, что их способный капитан будет с ними. На следующее утро очень рано Роуз и ее команда отправились на своих лошадях вглубь темного леса Лингер. Они провели целый день, обыскивая восточную и северную части леса в поисках каких-либо признаков присутствия демонов, но так ничего и не нашли. Той ночью, после того, как нашли место для лагеря, Сова проинформировала свою команду о решении, которое они с Роуз приняли для своей экспедиции на следующий день. Она сообщает им, что на следующий день они собираются исследовать западную часть леса, и поскольку по ней нельзя проехать верхом, они собираются оставить своих лошадей в лагере и отправиться туда пешком. Все немного задумываются над словами Элла, пока в конце концов не соглашаются последовать ее примеру. Сова, которая не привыкла, чтобы все были с ней так любезны, приходит в замешательство и призывает их всех немного поспать. Вмешивается Роза и говорит Сове, чтобы она тоже немного поспала, пока она будет нести первую вахту. Сова робко уступает ее желаниям и засыпает. Несколько часов спустя Роза замечает какое-то движение на месте Совы и спрашивает ее, почему у нее проблемы со сном. Удивленная тем, что ее хозяин смог ее раскусить, Сова встает и садится поближе к огню, чтобы поболтать со своим хозяином тет-а-тет. Она просит Розу рассказать ей, почему она выбрала ее своим заместителем командира. Очевидно, все считают, что в ней вообще нет ничего особенного, и она не подходит на роль заместителя командира. Роуз упрекает ее в том, что она чувствует себя недостойной своей роли, но затем все объясняют ей, что она просто выполняет поручения в офисе, и ей больше нечем заняться. Роуз решает пошутить над ситуацией и говорит о передаче звания командира Сове. К этому времени глаза Совы загорелись от удивления, так как она была немного обеспокоена тем, почему Роза так с ней играет. Однако Роза сказала ей, что она не шутит, и что она планирует когда-нибудь уйти с поста командира. Оли, однако, приводит ей множество причин, почему это вообще не лучшая идея. Учитывая, что она очень упрямый человек, который никогда не прислушивается к доводам разума или правилам. Сова всегда была человеком, который придерживался своих собственных правил и иногда не подчинялся начальству в Королевской рыцарской академии. Просто потому, что не хотел, чтобы его контролировали. В то время любой, кто жаловался на ее упрямство, обычно получал от нее побои и отправлялся во свояси. И именно так все и проводили свою жизнь, будучи хулиганами. Однако все изменилось, когда она встретила Роуз, самого сильного и физически унизительного человека, которого она когда-либо встречала в своей жизни. Для Роуз больше ничего не имело значения, только миссия и тот, кто был ее товарищем в то время. Через несколько мгновений после того, как она присоединилась к команде спасателей, она получает удар по жизни каждый раз, когда пробует свои хитрые трюки с Роуз. По ее словам, Роуз изменила ее к лучшему и дала ей новую цель в жизни, которая заключается в том, чтобы преследовать своих хозяев и однажды превзойти их. Роуз ухмыляется и говорит что-то дерзкое. Все игнорируют ее и говорят ей, какой счастливой она себя чувствовала, когда Роуз заботилась о ней так, как никто другой никогда раньше не заботился о ней. Она также продолжает говорить еще несколько добрых слов о Роуз. Когда она заканчивает, Роуз хлопает ее по голове и говорит, чтобы она никогда не думала, что она недостойна быть командиром спасательной команды. Роуз наклоняется, а затем продолжает говорить самые приятные вещи о Сове. Она называет Сову твердолобым человеком, который никогда ни в чем не сдается, потому что ненавидит проигрывать. Сова очень волнуется
волнуется, когда слышит комплименты от своего хозяина, и это немного раздражает Розу. В конце концов, той ночью Роза преподает сове урок о переменах и дает ей понять, что перемены постоянны и ей тоже следует это делать. Как только она заканчивает свою речь, она встает, чтобы лечь спать, и говорит остальным, которые подслушивали, прекратить это и ложиться спать. Все приходит в замешательство, когда внезапно она обнаруживает, что ее люди собрались вместе в маленьком кусте и слушают ее разговор с Розой. В конце концов, все могут поиграть со своими коллегами перед их знаменательным днем. На следующее утро Роза и ее люди отправляются дальше, в западную часть темного леса Лингер. Там они находят следы когтей и кровавые отпечатки ног светящегося волка. У них у всех есть несколько предположений о том, что могло там произойти, но сова советует им не делать поспешных выводов и продолжать расследование. Именно в этот момент они слышат рычание светящегося волка рядом с собой и следуют за источником звука. Там они обнаруживают хорошо обученных демонов, которые собирают светящихся волков в лесу и прячутся в кустах поблизости, чтобы шпионить за ними. Со временем лидер демонической группы вынюхивает Розу и ее людей, прежде чем встретиться с ними лицом к лицу. Роза встречается лицом к лицу с лидером команды и убеждает сову принять командование над остальной командой, чтобы они могли сразиться с мелкой сошкой. Незадолго до начала боя Роза спрашивает лидера, почему он находится на территории людей, но лидер предпочитает молчать и сражаться, чтобы скрыть свои следы. Роза, которая приветствует драку, оставляет остальных в руках совы и бросается на лидера команды демонов. Лидер следует ее примеру и призывает ветры, чтобы сформировать защитную ауру вокруг своего тела. Роза предвидит это и прокладывает себе путь сквозь ветряные лезвия, чтобы выбить дерьмо из Нера и звени лидера. После нанесения первого удара парню, главарь убегает, а Роуз бросает несколько пней в испуганного предводителя демонов. Даже он удивлен тем, насколько силен Роуз в борьбе с ним. Роуз отказывается отступать, несколько раз ударяя по его ветровой броне, надеясь в какой-то момент разорвать ее. В какой-то момент их схватки он окружает Роуза порывом ветра, доспехами и клинками. Роуз проходит сквозь лезвие и исцеляет свое тело, в то время как лезвия ветра продолжают рвать его в клочья. Лидер замечает, насколько сильна Роуз, и решает назвать ей свое имя Нера Арджентс. Роуз тоже представляется и ждет, когда он призовет свой большой злой клинок из ада. Как только он закончит с призывом, они вдвоем сразятся друг с другом во втором раунде.